Вот-вот и договорятся. Спецпосланник американского президента Стив Витков направился в Швейцарию для подготовки переговоров с Ираном. То открывают, то закрывают. Ормузский пролив стал предметом торга Тегерана и Вашингтона. Это была шутка. Так Дональд Трамп прокомментировал свою же фразу на встрече Большой Семерки, что он тут босс. А вот в отношениях с премьер-министром Италии не до шуток. Трамп выкатил новый гневный пост против Мелони. 50 дней протестов в Боливии. Власти вводят в стране чрезвычайное положение. Зацепился за кран и повис на высоте. Приключения китайского парапланериста-неудачника. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Спецпосланник президента США Стив Уитков направился в Швейцарию для подготовки переговоров с Ираном, которые должны стать следующим этапом после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Однако сами переговоры оказались под угрозой срыва. Иранская делегация не вылетела в Женеву, потребовав прекратить израильские удары по объектам Хезболлы в Ливане. Из-за этого отменил свою поездку и вице-президент США Джей Ди Венс, который должен был возглавить американскую делегацию. Тем временем в Иран прибыл министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви. В Мешхеде он проводит переговоры с главой МВД Ирана Искандаром Момини и министром иностранных дел Аббасом Аракчи. Пакистан остается одним из ключевых посредников между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на возникшую паузу, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаминеи впервые публично поддержал прямой диалог с США. А Дональд Трамп заявил, что переговоры откладываются, но не отменяются, подчеркнув, что в течение 60-дневного периода Иран не получит ни цента. Обе стороны продолжают искать возможность вернуться за стол переговоров уже в ближайшие дни. Перемирие между Израилем и Хезболлой продержалось меньше суток. Уже через несколько часов после его вступления в силу израильская авиация вновь нанесла удары по югу Ливана. Над городом Набатия поднялись густые клубы дыма, а по данным ливанской стороны погибло 16 человек. Среди них военнослужащий ливанской армии. В Бейруте обвинили Израиль в попытке сорвать восстановление стабильности в стране. В ответ израильские военные заявили, что атаковали объекты Хезболлы после более чем полусотни обстрелов своих подразделений на юге Ливана. Новая эскалация ставит под угрозу и переговоры США с Ираном. Прекращение боев в Ливане было одним из ключевых условий для начала 60-дневного диалога между Вашингтоном и Тегераном. Жители Южного Ливана начали возвращаться в свои разрушенные деревни, надеясь, что перемирие между Израилем и группировкой Хезболла наконец положит конец боям. Однако надежды оказались недолгими. Всего через несколько часов после вступления режима прекращения огня в силу на юге страны вновь прогремели удары, а хрупкое соглашение оказалось под угрозой срыва. Мы были вынуждены покинуть свои дома, а теперь вернулись. Разрушений очень много, но, слава богу, мы держимся и никогда не будем побеждены. Мы здесь, как видите, остаемся. Среди руин, на этих руинах мы будем жить и держаться до самой смерти. Израиль не выполняет своих обязательств. Именно Израиль создал сопротивление своими действиями. Именно Израиль создал сопротивление в результате своей агрессии. На севере Израиля не верят в объявленное перемирие между Израилем и Хезболлой. Местные жители говорят, взрывы слышны до сих пор, а прекращение огня пока существует лишь на словах. Никаких перемирий нет. Такого просто не существует. Все перемирия, о которых говорили, остались только на словах. На практике ничего не соблюдается. Сейчас есть небольшая пауза, но все это ни на минуту не прекращается. Постоянно. И это вызывает беспокойство, потому что мы ведем боевые действия на юге Ливана, но у нас нет той свободы действий, которая должна быть. Нужно было иметь больше возможностей наносить по ним удары настолько сильно, насколько это возможно. Полностью уничтожить их нельзя, но можно ослабить и вернуть нам нормальную жизнь. И дело не только в юге Ливана. Все это переходит к нам со стороны Хезболлы. А на это закрывают глаза. Не знаю, Трамп выступил против нас, изменил свою позицию, и теперь у нас проблемы. Честно говоря, совсем не похоже, что что-то изменилось. Всю ночь мы слышали взрывы. Нас немного воодушевили заявления о перемирии, но все продолжается как обычно. Здесь слышны очень громкие взрывы, и жизнь идет параллельно с этим. Надеюсь, лучшие дни еще впереди. Я слышу, что может произойти эскалация, но на самом деле не знаю. Надеюсь, все будет хорошо. Больше всего я хочу, чтобы наши солдаты благополучно вернулись домой и чтобы эта война закончилась. Все эти заявления кажутся ложными. Честно, мне уже надоело это слышать. Иран снова перекрыл Ормузский пролив. Тегеран обвинил США в невыполнении условий соглашения, а Израиль в новых ударах по Ливану. Однако вице-президент США Джей Ди Венс
эту новость отрицает. По его словам, в Белом доме не видят доказательств остановки судоходства. За последние сутки через Ормузский пролив прошли лишь несколько танкеров и грузовых судов. Накануне вокруг пролива также возникла путаница. Корпус стражи Исламской революции сообщил о его закрытии. Однако позже МИД Ирана заявил, что пролив остается открытым и находится под контролем иранских властей. На период переговоров с США Тегеран отменил плату за проход через Ормузский пролив, но сохранил обязательное предварительное согласование маршрутов из-за минной угрозы. Сейчас Тегеран требует от судов получать специальные разрешения на проход, а эксперты предупреждают, что на полное восстановление безопасного судоходства могут уйти недели. Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и газа. США и Катар обсуждают возможную разморозку около $6 миллиардов иранских активов, заблокированных в Эмирате, сообщает Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон предлагает схему контролируемого доступа к средствам, при которой Иран сможет тратить деньги исключительно на продовольствие и медикаменты. В США рассчитывают, что такой механизм станет инструментом давления и одновременно стимулом для Тегерана в переговорах по ядерной сделке и более широкому соглашению о деэскалации. При этом Иран пока не дал согласия на предложенный план, что подчеркивает сохраняющийся разрыв между сторонами на фоне попыток запустить новый переговорный процесс. Ирак готовится расширить экспорт нефтепродуктов через территорию Сирии. После перебоев с поставками через Ормузский пролив Багдад начал искать альтернативные маршруты для вывоза сырья на мировые рынки. По данным иракских и сирийских энергетических ведомств, уже в начале июля через сирийский порт Баниас могут начаться поставки не только мазута, но также сырой нефти и нафты. Для этого в Сирии модернизируют инфраструктуру, расширяют площадки разгрузки и увеличивают пропускную способность терминалов. Власти Ирака заявляют, что диверсификация экспортных маршрутов останется приоритетом даже после нормализации судоходства в Ормузском проливе. Сейчас около 90% иракского нефтяного экспорта традиционно проходит через южные терминалы в Басре. Вместе с тем, новый сухопутный маршрут сталкивается с трудностями. Автодороги в Сирии серьезно пострадали за годы войны, а перевозки зависят от ситуации с безопасностью на всем протяжении пути. Несмотря на это, Дамаск рассчитывает получать дополнительные доходы от транзита, а в перспективе заменить автоперевозки восстановленным нефтепроводом между Ираком и сирийскими портами на Средиземном море. Президент США Дональд Трамп заявил, что его фраза «Я здесь, босс», сказанная на саммите G7, была шуткой и не должна восприниматься всерьез. В интервью Axios он отметил, что просто разрядил атмосферу, когда вошел в зал, где сидели другие гости саммита. Вы упомянули Большую Семерку. Вы встретились с рядом мировых лидеров. Вы вошли и сказали: «Я здесь главный». Да, Сколько из них в это верят? все. Но я просто пошутил. Дело в том, что они все сидели. А потом я вошел в комнату. И это было как-то забавно, потому что стол был очень длинный, а их всего 7. Стол был рассчитан примерно на 30 человек. Так что весь конец стола выглядел почти как идеальная трибуна. Верно? И я увидел их всех. А ведь это все известные личности. Верно? Главы государств. Там было еще несколько человек. Как вы знаете, например, Моди из Индии. Отличный парень. Пришло много людей, им разрешено приходить, если они хотят, и садиться. Но я вошел туда, к этим лидерам, и просто посмотрел на них. Я сказал: «Я здесь главный, и вы это помните?» И, знаете, это было сказано в шутку. А эта история разлетелась по всему миру. Я не могу в это поверить. Я просто хотел быть милым, забавным. Я не пытался быть главным. При этом Трамп неожиданно тепло высказался о председателе КНР Си Цзиньпине и премьер-министре Индии Нарендре Моди, назвав их умными и сильными лидерами. По его словам, Си не стал вмешиваться в конфликт вокруг Ирана. А Моди он охарактеризовал как политика, который избегает войн и сосредоточен на развитии страны. А также упомянул президента Бразилии Луиса Иnácio Лулу да Силву, назвав его очень противоречивым политиком. Вы не являетесь поклонником Лулы, если я не ошибаюсь. Я не поклонник и не противник. Честно говоря, я о нем не думаю. Мы вообще никогда о нем не думаем. Мне это совершенно безразлично. Но сейчас он стал совсем другим человеком, очень непредсказуемым. Так вот, когда вы говорите о лидерах, что вы имеете в виду? Что у них всех общего? Послушайте, они все умные. Невозможно достичь такого уровня, не будучи умным. Знаете, кто очень умный? Президент Китая Си. Он очень умный человек. Невозможно достичь тех высот, когда ты управляешь страной. Даже если это небольшая страна, у тебя должно быть что-то особенное. Конечно, в некоторых случаях это не срабатывает, но нужно что-то особенное. Это нелегкая задача. Что в Си вы считаете наиболее достойным восхищения?
У нас очень хорошие отношения. И вы, наверное, слышали, как я вчера говорил. Я сказал, знаете, что хочу поблагодарить его за то, что он не вмешивался во всю эту историю с Ираном. Он мог бы вмешаться. Он мог бы отправить красивый нефтяной танкер в сопровождении 12 эсминцев и посмотреть, сможет ли тот прорвать блокаду, что было бы невероятной военной. Думаю, это войдет в историю как один из величайших военных маневров. Это было не менее важно, чем все наши бомбардировки. Они были на грани гибели. У них не было ни денег, ни чего-либо другого в течение нескольких месяцев. Но я попросил президента Си, сказав, я был бы очень признателен, если бы вы не вмешивались. И он поступил великолепно, не вмешался. Очевидно, если я спрошу вас, кто два величайших лидера или лидеры, которые вам больше всего нравятся на мировой арене, я полагаю, что одним из них является Си. Да, я думаю, что с точки зрения лидерства это верно. А кто второй? Если говорить о власти, влиянии и способности воплощать свои замыслы в жизнь. Ну, я считаю, что Моди очень хороший лидер. Да, они объявили о некоторых очень хороших показателях. Он держится в стороне от войн, что разумно. У него 1,5 миллиарда человек. На самом деле он самый крупный. Индия — самая крупная страна. И Моди — великий лидер. И мы ведем с ними большой бизнес. Но теперь мы ведем честный бизнес. Раньше они нас действительно обдирали. Я их за это не виню, знаете. У нас были глупые политики, которые позволяли этому происходить. Но сейчас мы ведем с ними большой бизнес. И они не очень-то этому рады, потому что раньше у них дела шли гораздо лучше. Но Моди — великий человек. Президент Си — великий человек. Классики. Вы понимаете, о чем я? Если бы вы собирались снимать фильм об одном из них, вы бы не смогли найти подходящего актера в Голливуде. Я вам это говорю. Второй день подряд Дональд Трамп публично атакует Джорджу Мелони. И делает это так, будто спор давно вышел за рамки дипломатии и превратился в личный конфликт на глазах у всего мира. В новом посте в Truth Social он написал, что Мелони на саммите G7 во Франции якобы просила фото снова и снова. Заявил, что у премьер-министра Италии падает рейтинг. И все это потому, что Рим отказался помогать Вашингтону в войне с Ираном. И теперь он больше не хочет дружить с Джорджией Мелони. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони снова и снова просила сделать со мной совместное фото во время саммита G7 во Франции. В Италии у нее сейчас низкий уровень популярности, возможно, потому что она отказала Соединенным Штатам Америки, стране, которая действительно любит и защищает Италию, в вопросе недопущения Ирана к получению или разработке ядерного оружия. Впрочем, то же самое сделала и НАТО. Она даже не позволила нам использовать итальянские взлетно-посадочные полосы, что стало серьезным логистическим неудобством, и это несмотря на то, что США ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других так называемых союзников по НАТО. Теперь, после того, как Соединенные Штаты военным путем победили Иран, она снова хочет дружить, чтобы поднять свои рейтинги. Нет, спасибо, президент Трамп. Ранее в интервью итальянскому телеканалу «Ла 7» Дональд Трамп заявил, что на саммите G7 Джорджа Мелони умоляла о совместном фото. И он мог этого не делать, но ему стало ее жаль. Ответ из Рима последовал спустя несколько часов. Мелони опубликовала видеообращение, где рассказала, что заявление Трампа выдумано. И она не понимает, почему американский президент ведет себя подобным образом. А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни тут же отменил запланированную поездку в Соединенные Штаты Америки. К слову, еще недавно Мелони считалась одним из ближайших европейских партнеров Трампа и единственным лидером Евросоюза, присутствовавшим на его инаугурации в 2025 году. США начали торговое расследование против Германии в рамках раздела 300 «Один закона о торговле» 1974 года. В Вашингтоне считают, что немецкая система ценообразования и возмещения стоимости инновационных лекарств приводит к тому, что американские пациенты несут непропорционально большую часть расходов на разработку новых препаратов. Поводом для проверки стали и планы Берлина сократить государственные расходы на фармацевтическую продукцию. Расследование должно установить, являются ли действия Германии необоснованными или дискриминационными по отношению к американским производителям лекарств. Президент Трамп ясно дал понять, что американские пациенты не должны нести непропорционально большую долю расходов на глобальные исследования и разработки в фармацевтической отрасли, заявил посол Грир. Меня особенно беспокоит сообщение о том, что Германия ускоренно продвигает законодательство, которое еще больше сократит ее расходы на инновационные лекарственные препараты. Это серьезный шаг назад в то время, когда наши торговые партнеры должны активнее участвовать в финансировании исследований и разработок в фармацевтике и начать платить свою справедливую долю. Мы считаем, что Соединенные Штаты и Германия могут найти решение, которое расширит доступ немецких граждан к самым инновационным лекарствам, одновременно обеспечив справедливое возмещение стоимости фармацевтической продукции, произведенной американскими работниками.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ответ заявил, что рассчитывает на соблюдение Соединенными Штатами существующих договоренностей и подчеркнул, вопросы возмещения стоимости лекарств через немецкую систему медицинского страхования относятся исключительно к национальной компетенции Германии. Я исхожу из того, что Соединенные Штаты Америки будут придерживаться достигнутых с нами соглашений. Что касается возмещения стоимости современных инновационных лекарственных препаратов через наши фонды медицинского страхования, то это вопрос нашей национальной компетенции. Если Соединенные Штаты хотят получить по этому поводу дополнительную информацию, мы, разумеется, готовы ее предоставить. Однако речь идет о нашей системе возмещения расходов в рамках установленного законодательства о медицинском страховании. В этом смысле это исключительно внутренний вопрос, который нам, возможно, предстоит обсудить здесь. Куба может стоять на пороге самых масштабных экономических перемен за последние десятилетия. Парламент страны единогласно одобрил пакет реформ, который заметно расширяет роль частного бизнеса в экономике. Среди предложенных изменений – создание частных банков, развитие рынка недвижимости, возможность продажи государственной собственности частным лицам и компаниям, а также увеличение допустимого размера частных предприятий. Если реформы будут реализованы полностью, это станет крупнейшим изменением экономической модели страны со времен революции 1959 года. Власти называют этот шаг попыткой адаптировать экономику к новым условиям. Президент Мигель Диас-Канель заявил, что реформы не означают отказ от социалистического курса, а должны помочь стране справиться с последствиями многолетних санкций и внутренними проблемами. Прежде всего, мы отстаиваем вопрос о том, как продолжить процесс строительства социализма. Как строить социализм в стране, которая подвергается самой длительной и, по нашему мнению, самой жесткой блокаде в истории со стороны самой могущественной страны мира. Работая над исправлением ошибок и недостатков, одновременно сталкиваясь с внешним давлением, мы приняли решение взяться за всегда непростую задачу – еще больше открыть экономику, уделяя приоритетное внимание интересам кубинцев, независимо от того, живут они в стране или за ее пределами. Эти решения не связаны с какими-либо переговорами. Куба по-прежнему готова к уважительному диалогу с правительством Соединенных Штатов по всем возможным вопросам, и эта готовность не только декларируется, но и подтверждена историей. 50 дней протестов, блокад дорог и перебоев с поставками продуктов. Боливия переживает один из самых серьезных политических кризисов. По данным омбудсмена, за время беспорядков погибли не менее 14 человек. Власти страны договорились с крупнейшим профсоюзным объединением, после чего протестующие начали сворачивать акции по всей стране. Эти 50 дней были непростыми. Среди общественных организаций есть люди с законными требованиями, и я четко отделяю их от тех, кто пытался использовать это движение в политических целях. Я поддерживаю эти организации. Поддерживаю эту конфедерацию трудящихся, которая борется за будущее. Потому что наш спор не о прошлом, а о будущем. Массовые протесты начались после отмены топливных субсидий, роста цен и нехватки долларов в стране. Люди требуют от правительства президента Родриго Паса отказаться от мер жесткой экономии. Переговоры с протестующими завершились подписанием соглашения, а лидер Боливийской рабочей конфедерации Марио Аргольо объявил о снятии всех блокад. Власти пообещали выполнить требования, закрепленные в документе, в частности, разобраться с экономическим кризисом. Я хочу сообщить всем нашим членам по всей стране, а также нашим товарищам из 20 провинций, которые входят в нашу организацию, что с этого момента все акции давления по стране прекращаются. Правительство взяло на себя обязательство немедленно выполнить все подписанное. Впрочем, полностью кризис пока не исчерпан. Часть сельских движений в переговорах не участвовала и продолжает протесты. Президент Родриго Пас объявил по всей стране чрезвычайное положение, которое позволит шире привлекать армию для разблокирования дорог и восстановления порядка. Более 50 дней Боливия проявляла терпение, благоразумие и готовность к диалогу. Мы стремились к миру до самого последнего момента, потому что я всегда считал, и это правительство всегда считало, что сила лидера измеряется не тем, как быстро он применяет силу, а его способностью ее избегать. Но наступает момент, когда бездействие перестает быть осторожностью и становится безответственностью. Этот момент настал. Поэтому, исчерпав все каналы диалога, достигнув договоренности с теми, кто имел законные требования,
И четко определив тех, кто использовал насилие, пытаясь дестабилизировать Боливию, мы приняли решение ввести чрезвычайное положение на всей территории страны. Пакистанский Кашмир оказался практически парализован из-за массовой забастовки и протестов. В столице региона Музаффарабаде закрыты магазины, автозаправки, банки и автобусные терминалы. На улицах почти нет людей и транспорта. Протесты продолжаются уже больше недели. Они начались после решения выделить дополнительные места в региональном парламенте для беженцев из индийской части Кашмира. Это вызвало недовольство части местных жителей и общественных организаций. По данным властей, за время столкновений погибли не менее 24 человек. Среди них участники протестов и сотрудники полиции. Более 500 человек были задержаны. Жители жалуются на нехватку топлива, перебои с банковскими услугами и отсутствие интернета. Из-за закрытых рынков и магазинов без заработка остались тысячи людей, которые живут на ежедневный доход. Власти усилили патрулирование городов. Однако ситуация в регионе остается напряженной, а протестующие требуют выполнения своих требований и отмены спорного решения. На чемпионате мира по футболу сборная Бразилии уверенно обыграла Гаити со счетом 3-0 и подарила повод для большого праздника в Рио-де-Жанейро. Тысячи болельщиков собрались на пляже Копакабана, где на больших экранах следили за матчем и бурно отмечали каждый забитый мяч. Героем встречи стал нападающий Матеус Кунья. Оформивший дубль, еще один гол забил Винисиус Джуниор. После финального свистка фанаты скандировали о 6-м чемпионском титуле для Бразилии и уже ждут следующего матча против Шотландии. Это было просто здорово. Бразилия действительно выложилась на все 100, и это было полной противоположностью первому матчу против Марокко. Мы очень надеялись, что команда покажет такую игру. Мне все очень понравилось, я была очень счастлива. Это был отличный матч. Нам была нужна такая уверенность в своих силах. Против Шотландии мы сыграем еще лучше. И вперед, к нашему 6-му титулу. А сборная Марокко обыграла Шотландию со счетом 1-0 и сделала серьезную заявку на выход в плей-офф. Единственный гол марокканцы забили уже на 2-й минуте встречи. Отличился Исмаэль Сайбари. Победу команды бурно отмечали в Касабланке, где тысячи болельщиков собрались в фан-зоне. После 2 туров у Марокко 4 очка и хорошие шансы на выход в следующий раунд. Теперь марокканцам предстоит матч против Гаити, а шотландцы сыграют с Бразилией. По регламенту чемпионата мира в плей-офф выходят по 2 лучшие команды из каждой группы, а также 8 лучших сборных, занявших 3-е места. Мы сыграли и взяли 3 очка. Именно этого мы и хотели. Надеюсь, выиграем и следующий матч, а затем и чемпионат мира. Самое главное — побеждать. Сегодня была хорошая игра. 1 гол принес нам 3 очка и выход дальше. Надеюсь, в следующий матч мы выиграем со счетом 3-0 или 4-0. Вперед, Марокко! Сегодня мы играли против Шотландии, команды с очень сильной полузащитой. Но, слава богу, мы победили, мы поднялись на 6-е место в мировом рейтинге. И, слава богу, надеемся добиться еще большего. Вперед, Марокко! Слава богу, игроки показали свой лучший футбол, и мы заработали 3 очень важных очка. Надеемся выйти в полуфинал, затем в финал. И если Бог даст, завоевать трофей в этом году. Шотландия была сильным и физически мощным соперником. Ее игроки проявили настоящий бойцовский характер. Надеюсь, мы победим Гаити в следующем матче и подарим всем марокканцам повод для гордости и радости. Полет едва не закончился трагедией. В китайском городе Наньчун парапланерист запутался в стреле строительного крана и на несколько часов завис на высоте в десятки метров над землей. Очевидцы снимали, как мужчина беспомощно раскачивается на ветру рядом с мостом. Чтобы добраться до него, спасателям пришлось полностью выдвинуть пожарную лестницу. Лишь поздно вечером парапланериста удалось снять с крана целого и невредимого. В тайваньском Нью-Тайбэе прошли традиционные гонки на драконьих лодках, приуроченные к празднику Дуаню, одному из самых известных народных праздников региона. На воду вышли десятки команд, а за соревнованиями наблюдали многочисленные зрители. Участники говорят, что успех в таких гонках зависит не только от физической подготовки, но и от идеальной синхронности действий всей команды. Некоторые экипажи тренируются круглый год. Праздник драконьих лодок отмечают ежегодно по лунному календарю. Его история связана с древней легендой о поэте и государственном деятеле Цююане, память о котором чтят уже более 2000 лет.